Это Вильнюс, столица Литовской Республики. Впервые упоминается в исторических хрониках в 1323 году, как столица великого князя литовского Гедемина. Город, полной чашей хлебнувший неспокойного европейского прошлого, сумел сохранить культурные достояния минувших веков. Исторический центр Вильнюса внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы приехали сюда в начале октября. Скажем сразу, удивительно теплого октября. Изящно и красиво подчеркнувшего архитектуру и настроение этого города. Вильнюс невелик. По статистике здесь живет немногим более 500 тысяч человек. А вот сколько среди них рыболовов, нам предстояло увидеть своими глазами. Ибо заманили нас сюда рассказы о невероятной городской рыбалке. Стритфишинг – это слово давно известно в России, и у нас много поклонников такой ловли. Но здесь, в Вильнюсе, стритфишинг особенный. Наше утро в Вильнюсе началось весьма и весьма неплохо. Мой друг Гедемина практически сразу же, как мы пришли на место, поймал увесистую кунжу. Ну вот, я взял классично прямо перед перекатом. Небольшая. Ловим мы в центре европейского города Вильнюс. Тут рядом с нами люди совершают утренние пробежки, гуляют с собачками. Чуть выше по течению исторический центр города, так называемый Старый город. Здесь деловой центр. И одна немаловажная деталь. Гедеминос поймал рыбу ровненько напротив своего рыболовного магазина. И, согласитесь, это мечта многих-многих рыболовов. Выйти на берег, на набережную и поймать достаточно увесистую рыбу прямо в центре города. Именно столь необычный стритфишинг и позвал нас в дорогу. И вот в октябре мы отправились в Литву в гости к Гедеминосу Шаучвиенесу, директору рыболовного магазина «Тритурус», что знающие латынь переведут и без нас. Счастливо совмещая работу и свое любимое хобби, Гедеминос активно занимается общественной деятельностью. В частности, принимая участие в организации Trout Union Cup под эгидой Международной рыболовной ассоциации ТУКАС и компании Anglers Zone. В общем, дел у Гедеминоса полно, но ему удается находить время на все и на всех. Вот и для нас он стал проводником, гидом и прекрасным рассказчиком. Вильнюс вообще в этом плане уникальный город. Одна из столиц в мире, где не только можно ловить лосося в самой столице, но и он не рестится в самой столице, в самом городе, не рестилище. В Вильнюсе есть очень разные места для ловли. Это потому, что протекает в парках. Ты можешь находиться как в дикой природе. Рядом нету ни домов, вот это в центре города. Также есть бетонные берега, где ты можешь просто прийти в любой обуви, в тапках и половить лосося с берега. Но это, конечно, надо выждать, когда он приходит в город. Но, к примеру, вот здесь прямо перед магазином, чем магазин у нас уникальный, что пройдя дорогу 20 метров от магазина, уже есть возможность лосося ловить. Гедеминос, а какие приманки вы используете? Какие из них наиболее популярны? Лосося мы больше всего ловим на воблера. Конечно, ловим на колебалки и на вертушки. Так если взять воблера, так тоже, что нам главное бывает, это все зависит от речки. Это размер, конечно, чтобы мог закинуть, и заглубление. И, конечно, цвета. Так вот, если конкретно ловить у нас в нересе в речке, так, в принципе, самые популярные размеры, так это есть где-то 70-90. Так вот, если брать, например, из кракджака, это 78-й ДР. Греди Гац, 77-й МДР, и также из кракджаков очень хороший МДР. Просто, что у него глубина есть, он не заглубоко зарывается, очень хорошо кидается из-за того, что лопасть не дает сопротивления, очень точно идут и имеет собственную агрессивную игру. Практически ты закинул и просто воблер задерживаешь. Камсин 70-й, который очень хорошо летит и заныривает в хорошую глубину, ДР 70-й. Также Дипикс от Мегабаса. Хоть у них вот лопасти очень как бы длинные, в озере большой глубины, но на течении они не зарываются. Даже спин-драйв 58-й, если на дорожку в озере он где-то роет на 9 метрах, то в принципе в речке на 2-2,5 метра глубине он прекрасно проходит глубину.
И что хорошо, что он языком всегда отбивается от камней. В принципе, очень мало потерь. Если блесны много можете терять, то воблера проходят прекрасно. Чтобы больше воблер заглубить, так мы его кидаем немножко против течения. И тогда вместе, когда воблер сносится, вместе с течением его заглубляем. Вот так, вниз, вместе с течением, он тогда быстрее заглубляется. Заглубили, тогда перекидываем в другую сторону, и тогда уже только медленно подкручиваем, чтобы он работал собственной игрой. Он уже идет на довольно большой глубине, и его не выбивает вверх. Если забросить по течению и начать быстро, он не заглубляется. И ему течение в лопасть дает, и он идет 70 сантиметров, нет, глубины не дает. Потому и кидаем против течения, заглубляем, и тогда спокойненько сплавляем вместе с течением, и просто леску добираем, подкручиваем. Вот так вот выйти из магазина вместе с компетентным рыболовом и тут же получить практическую консультацию. Не надо думать, что так за границей везде. Но здесь, в Вильнюсе, рядом с центральным проспектом Гедеминоса, все именно так. Потому магазин этот давно превратился в своего рода клуб, известный далеко за пределами Вильнюса. Однако послушаем Гедеминоса дальше. Очень хорошо работают составники Танталиса, Пейсер, также из фирмы Jackson, Артарон, двухсоставник. Кто-то, наверное, сейчас покачал головой. Лосось на составник, но мы с Алексеем поддержим Гедеминоса, потому что подобный опыт у нас уже есть. Таймени, во всяком случае монгольские, были вполне благосклонны к той же Танталисе. Также упомяну, что фарина. Например, фарина тоже, она очень хорошо забрасывается. Размер у нее именно хорошая сама пропорция воблера. В принципе, пропорции должны быть небольшие. Вот, например, как и каблиста 90-е. То есть они похожи размеры. Они не любят крупных воблеров. Это должны быть 70-ки, 80-ки, миноу серия, небольшие или кренки 6, 7, 5 сантиметров. А есть ли какие-то предпочтения у вас и у рыбы по цветам? По цветам это, конечно, наверное, первым делом, что мы сами люди верим, в какие цвета ловить, но все-таки тоже есть, что начало осени и лето, хоть вода еще бывает непрозрачная, она довольно нечистая, что больше натуральные цвета работают. Натуральные, чем ближе к нересту, начинают работать яркие цвета. И тоже такое замечание все-таки есть, что самцы, они, наверное, более агрессивные. Они больше любят яркие цвета. Самки чаще попадаются на натуральные. Но, говорю, это уже перед нерестом, это уже без разницы. Это и самки ловятся на яркие цвета. Ну что же, после столь уверенного рассказа остается выйти из магазина, перейти дорогу, и вот она, столичная набережная Вильнюса. Люди, увлеченные спортом, люди, увлеченные рыбалкой, просто гуляющие. И гуляющие не просто, а со смыслом. Согласитесь, кот выглядит упитанно, чем косвенно подтверждает наши высокие шансы. Конечно, лосось ему вряд ли достанется, но в реке Нерис водится много разной рыбы. Вильнюсский стритфишинг, разумеется, лососем не ограничивается. Но мы стиснули зубы и сосредоточились на самом главном городском трофее. В это место выбрали, потому что здесь много натуральных препятствий. Это довольно каменистое место. Выше мост находится, который тоже дает как бы затоки, где рыба может останавливаться. И под нижним мостом перекат. Вот где рыба тоже любит проходить и останавливаться. Глубина в этом месте, где само русло проходит, около 2-2,5 метра. И вот рыба останавливается, бывает или в самом русле за камнями, которые вот здесь находится, видно вода, что выворачивается, или прямо перед перекатом, где вода тоже поспокойнее. Просто у нас такая специфика рыб, что все-таки они больше любят спокойную воду, не так, как на Кольском полуострове на быстрой воде ловят. Здесь больше всего ловим в спокойной воде. Просто рыба проходит очень долгий путь, она устает и ищет более спокойных мест или как бы где она может спрятаться. Так вот в этом месте что нам надо использовать, так это больше всего глубинные воблера с длинными язычками. Просто длинные язычки из-за чего используем здесь, что и глубже заходит воблер, Да.
и он лучше отбивается об камни. Да. Просто Тут более язычком лучше. отбивается, отскакивает. И нам надо так проводить, чтобы подошел воблер под бровку и аккуратно стукнул по дну. Просто мы тогда есть знаем, что он контактом дна. контакт дна был бы небольшой. Не надо там пахать по дну, но чтобы иногда ты чувствовал, что дно где-то недалеко. В нужном горизонте. В нужном то есть таким горизонте. образом. Ну что, время не терпит, надо начинать ловлю. Ну, пробуем. Пробуем. И они попробовали. Глядя на происходящее, мы вспомнили цитату из нашего легендарного фильма про особенности национальной охоты. Для нашей национальной охоты главное не зверь, а процесс. Ты ходишь, ищешь, можно ничего не делать, только ходи. Думаете, мы шутим? Ничего подобного. Лососевый стритфишинг – это прежде всего наблюдение. Рыболовы следят за нерисом во все глаза, скрупулезно фиксируя происходящее с рекой и в реке. И рассказов об увиденном, предположений и точных фактов у местных рыболовов накоплено очень много. Можно сказать, целая статистическая база. Даты появления лосося, особенности его поведения отслеживают как проходы стай, так и отдельных экземпляров. И что любопытно, литовские рыбаки с одинаковым воодушевлением рассказывают и о пойманных, и о непойманных рыбах. В Вильнюсе рыба эта появляется, и большинством тоже ее ловят уже перед самым, не последние дни запрета, последнюю неделю примерно. Просто она тогда уже останавливается в горе на нерест. Так бывает проходная рыба, что прошла стайка, неделю постояла в городе, и она пошла куда-то дальше. Это как идет в Белоруссию, Вилью, и у нас в притоке Жемина, а уже последние дни, как бы сказать, запрета останавливается в городе та рыба, которая здесь и будет нереститься. Конечно, ее легче всего и поймать. Но это тоже должно быть погодное условие. Это как бы дать морозы, чтобы она уже готовилась к нерестилищу. Кстати говоря, в Вильнюсе у нас не было никаких проблем с общением. На русском языке тут говорят очень многие. Но иногда, как сейчас, нужно уточнять, что имелось в виду. Говоря о последних днях запрета, Гедеминос пропустил предлог. Он имел в виду дни до начала запрета. Именно в эти сладкие денечки мы и случились в Вильнюсе. Правда, изумительная теплая погода в данном случае мешает рыбалке. Нужно, чтобы было холодно. Например, уже когда запрет, и когда вода становится, дает морозы, чистая вода, и когда ты можешь идти просто видеть под берегом, когда стоит рыба на 20 килограмм, и рядом там рыбы 5, 6, 7 килограмм и не рестятся, они просто начинают драки, как петухи посередине речки. Так в этом удовольствии мы получаем такое же, как и от самой рыбалки. Это зрелище неповторимое, тем более, что это можешь в столице все увидеть. Взбудораженные такими рассказами, мы стали, как положено по сценарию, ходить туда-сюда и сканировать поверхность воды всеми свободными глазами. Перешли от бетонного берега, так сказать, к дикой природе и заметили какой-то бурун в воде. Неужели? Нет, хотя зверь симпатичный и совершенно не испуган. Говорят, бобры в Нерисе ведут себя с рыболовами на равных, вполне по-хозяйски. Переплывают с одного берега на другой, их даже иногда подкармливают и сочиняют о них разные байки. Но бобер не лосось, и мы снова немного прошлись. Место характерно тем, что находится между двумя мостами. Здесь разнообразный достаточно рельеф дна, есть и поглубже места, есть и помельче. Я, как часто поступаю на новом месте, поставил приманку, которую считаю как разведывательную. В данном случае это колебалка. С ней я нормально контролирую дно, могу варьировать способы и скорость проводки. Таким образом, скажем так, получить предварительное представление о рельефе дня, о течении, о месте. Потом уже можно ставить воблер, облавливать более точечно, когда приходит понимание, где ты ловишь и что на дне происходит. Но первые забросы, по мне, лучше делать все-таки колебалкой. Конечно, у нас лососевая рыбалка ассоциируется с колеблющимися блеснами, пожалуй, в первую очередь. Но здесь все-таки первым сработал воблер, как Гедеминос и обещал. Есть!
Ну вот, я взял классично прямо перед перекатом. Небольшая. Кумжа или лосось. На Камсин. ДР 70-й. Возьмешь? Сам. Так удочку подержи. Давай. Сюда. Тихо, 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 тихо. Ты, может, ботинки снял бы? Сейчас, смотрю, подожди, там. Или далеко идти надо пока. Давай пошли-ка лучше, а? Ну там очень далеко. Ну что, лезу в воду, а что делать? Стрит фишинг. Ну что говорит? Кумжа? Ну это, да, кумжа. По хвосту кумжа. Самка, потому что клюв небольшой. Как я. В принципе, где-то должны быть рядом, как вы видели, выходы, что должны быть побольше. Так что надо быстрее отпускать и быстрее идти ловить дальше. Саша, можешь помочь отцепить? Уже крючок какой-то у нее во рту. Еще на хлыстовый, что ли? Есть крючок? Да. Не вытащишь его крючка этого? Сейчас. Нет, это чуть не от батона какого. От батона. Все? Фу, молодец. До минуса будем как-то. Он сам ловкий парень. Теперь вещай. Молодец, молодец. Вот экстрим в городской черте. Да, просто были неподготовлены. И рядом ступенек не оказалось. Сразу видно было, что это не одна рыба. Они или начали двигаться, показались, или просто прошли перед перекатом и разгоняли рыбу. Они же не кормятся, а просто разгоняют из ямы всех других рыб. Видели большие выходы, там попробовали бросать, не брало, и просто потому что так было видно, что не одна рыба, уже пробовал спускаться ближе к перекату. Вот где и была поклевка. Камсинчик выбрал, просто он очень хорошо летает. А так как выходы были довольно далеко от берега, так просто чтобы его докинуть, и он заходит на хорошую глубину. И самый тот размер, здесь лососи ловят больше всего, это размер так 8-10 сантиметров. И главное, чтобы хорошо кидалось. Так вот именно эта магнитная система и дает возможность докинуть до рыбы. Кстати, насчет докинуть до рыбы. В своих переходах мы, разумеется, обращали внимание на снасти у встречных рыболовов. И сам собой назрел важный вопрос – длина удилища. Спиннингами у нас ловят от 9 до 10,5 футов длиной. Самые популярные модели это Sungroy Xavit и Sungroy и Legend модели. Это зависит, кто на что ловит, на воблера или на металл. Так, в принципе, самые популярные модели это до 21 грамма для кто ловит воблерами, кто ловит металлом, это уже идут до 2 унций. И также из американских, если смотреть по американской серии, так спиннинги должны быть с фаст-серии. Не экстра фасты, а фасты, чтобы они могли выкидывать хорошо маленькие и легкие, ну, более легкие приманки. Также популярны это резонада и дедонада, и тоже длиной до 3 метров, и грамматура тоже от 17 до 35 грамм. Это в зависимости,
кто что любит, и, например, в них есть преимущество, на них заложены кольца антитангл. Если ловить особенно плетенкой, очень часто на длинных спиннингах они закручивают с антитанглов. Кто уже пробовал ловить, практически нет захлестов. Скажи, пожалуйста, вот считается, что классика лососевой ловли – это где-то удилище длиной 2 метра 59 сантиметров. Вы же используете гораздо более длинные. Почему? И просто сами условия диктуют, что воблер, как бы не было, с длинным спиннингом кидаешь лучше. И длина еще, что больше прощает твоих ошибок. Когда рыбу подводишь близко, и она делает рывок, с коротким спиннингом она намного легче рвет. Леску уходит. С длинным спиннингом сам спиннинг отрабатывает с рыбой. Тем более, если есть какие-то камни, ветки, где часто очень попадаются, надо с ней бороться, то длинным спиннингом это всегда легче. У тебя есть резерв, что ты не можешь в воду зайти, можешь спиннинг вытащить, можешь его выше поднять. С тех же приманками, когда играешь, что с той же глубоководной приманкой, когда тебе надо с длинным спиннингом перед катом, ты можешь просто высоковой поднять и его провести сначала по дну, а потом поднять наверх. Так что длинный спиннинг в этом имеет большое преимущество. Но каким бы длинным ни был спиннинг, все-таки ширина Нериса в городской черте слишком велика, чтобы не только добросить, но и провести приманку и подсечь рыбу у противоположного берега. В условиях дикой местности без лодки преграда была бы непреодолима. Но мы в городе, и все, что нужно, это просто перейти на другой берег по мосту. Вот мы сменили берег, потому что возле самого берега увидели выход рыбы. И сейчас будем пробовать, потому что с того берега никак до нее докинуть не могли. В принципе, часто, где рыба показывается, бывают поклевки. Пока Гедеминос пробовал поймать еще одну рыбину, которую заметил опытным взглядом, мы рассматривали вильнюсские достопримечательности. Одно из столичных развлечений, ставших здесь традиционным, это полеты на воздушных шарах. Красота! Правда, скоро мы перешли к обсуждению возможности приспособить такой шар для сбора оперативной информации о местах выхода лосося. 100 раз прав был Гедеминос, когда говорил, что здешний лососевый стритфишинг затягивает, и начинаешь думать только о нем. От мысли, как приспособить шары для рыбалки, нас отвлек Гедеминос. Он таки поймал лосося и без высоких, во всех смыслах, технологий. Пошла. А это покрупнее. В принципе, оправдывается, если видел, где рыба, что надо идти, где она вышла. Вот берег поменяли, несколько забросов, и мы ее нашли. Вот пошла в траву. Видно, как она все время, вот если смотреть, пробует носом об дно бить. Отцепить крючки. Выбивает, леску отрывает. Сейчас попробуем взять ее, там ниже есть бережок, и можно сойти на берег. Кстати говоря, в отличие, скажем, от Москвы, где прохожие, завидев рыбака с пойманной рыбой где-нибудь на набережной в центре, чаще всего весело удивляются. Здесь, в Вильнюсе, в сезон ловли лосося местные жители следят за событиями почти как за спортивным турниром. Весь город в курсе текущих уловов. И даже те, кто не принимает личного участия, с интересом наблюдают и обсуждают происходящее. Воблер у Гедеминоса, что называется, проверенная классика. Deep Fin. Это представитель первых поколений воблеров японской компании Дуо. И разрабатывался он именно для ловли сакура-масу, крупных лососевых, заходящих на нерестилище в реке. Рабочая глубина 2–2,5 метра. И, как видите, прекрасно работает. Стой, Лосось, молодая, вот, хвост. Ну что, спасибо этому дню, что рыбку поймали вторую, может еще сегодня и не последнюю. Да, чтобы не забыть. Конечно, для рыбалки в Литве нужно купить рыбацкий билет. Рыбинспекция действует жестко, и кроме снастей можно лишиться очень приличной суммы. С браконьерами борются, и, возможно, благодаря таким строгостям размеры трофеев, было упавшие, в последние годы, по словам местных рыболовов, начали увеличиваться.
Собственно, вот он, местный рыбак. После поимки второй рыбы друзья присели, и Гедеминос снова показал себя интересным рассказчиком. Такая она лососевая вильнюсская рыбалка. Ловишь с набережной, сидишь на парковой скамейке, а можно и в кафе подняться. Но октябрьская погода была столь замечательной, что мы решили остаться на берегу. Гедеминос рассказывал так занимательно, что мы решили оставить все и проиллюстрировать его истории фотографиями, которыми вильнюсские рыболовы щедро с нами поделились. И за это им отдельная благодарность. Слушай, погода какая для середины октября-то теплая. Скажи, пожалуйста, вот для лосося как сказалась такая нормальная теплая осень? Она всегда сказывается плохо. В принципе, бывали годы, что в такое время он уже не рестится. Мгм. Просто идут заморозки, вода холодная, сама погода холодная, и он более активный. Более активен, да? Сейчас днем плюс 20 градусов, ночью 12-14. И это сразу видно по рыбе. То есть Например, вода не остывает. Вода не остывает, и на них очень сказывается. Неделю назад были такие, ну не -1, но немножко температура понизилась. Сразу выглядит, что вот в речке идешь, что в речке нету рыбы. Да. Что там нету едешь рыбы, там нету рыбы, и ищешь эту рыбу. Только дали немножко морозы, рыба появилась сразу во всех местах. Во всех Кто местах, ловил которые- ниже Вильнюса, в Вильнюсе, выше, везде появилась. Мгм. Как бы пришла во все места. Просто она есть, и когда теплая погода, она где-то затаивается на дне и показывается больше вечером, рано утром. Или ты можешь просто не попасть на нее, когда она Мгм. показывается. А когда погода холодная, вот уже морозики дают, она уже целый день показывается. А какой вообще размер у вас считается крупным? Какие трофеи в основном и каких рыб ты поймал в этом году, в прошлом году? А если про крупных рыб говорить, я говорю, нам так выглядит, что рыба с каждым годом добавляет вес. И так как этот балтийский лосось, он после нереста не погибает, Мгм. он возвращается назад. Считается, что не каждый год, но каждые 2-3 года Мгм. он проводит в море и опять возвращается на нерест. Раньше, например, 10 килограмм это уже была большая рыба. Мгм. Все раз так 5, 6, 7, кто-то 10 словил. Ну, где-то слышно, что кто-то там где-то на 15 словил, это была уже огромная рыба. Так сейчас, например, в этом году средняя рыбы так есть 13, 12, 17, 18 килограмм. В прошлом году было так 12-13, в этом году уже 15-18. Они все добавляют вес. Просто больше все рыбы возвращается, все больше, наверное, этих старых возвращается, что размеры растут, в принципе. Например, в этом году довольно много вот слышать из клиентов магазина, из друзей, это 17, 18, 20 килограмм. Вот такие рыбы. Огромный размер. Сам я в этом году, что мне попалось, так это попался где-то так 12 где-то, и одна вот где-то за 14 Мгм. килограмм рыбы такие. Самая крупная, так тоже мне когда-то раньше поймал, тоже было за 14. Мгм. Но тогда в то время она оказывала, что очень большая, и всем мог сказать, что вот я поймал на 14 килограмм. Сейчас никого это- не удивишь. Это абсолютно никого не удивишь. Нет, вы только представьте себе. Выйти, как выразился Гедеминос, в тапках на столичную набережную и поймать лосося весом более 10 килограммов. На этой ноте, пожалуй, завершим первую часть фильма о стритфишинге, который открылся нам в Вильнюсе с совершенно новой стороны.